Здравствуйте, дорогие подписчики, дорогие зрители моего канала, и особенно те, кто смотрит из Украины, и украинцы, которые находятся за рубежом. Я Валерий Табаков, юрист, и сегодня мы отправляемся в путешествие по языковой политике двух европейских стран – Словакии и Болгарии. Эти государства прошли сложный путь, пытаясь сбалансировать укрепление национальной идентичности через государственный язык и защиту прав языковых меньшинств, таких как венгры в Словакии и турки с ромами в Болгарии. Почему эта тема так важна для Украины? Как страна, идущая по пути евроинтеграции, вы сталкиваетесь с похожими вызовами. Как укрепить украинский язык, сохранив права меньшинств, и при этом соответствовать стандартам Евросоюза. Опыт Словакии и Болгарии может предложить ценные уроки, особенно в контексте интеграции в Европу. Спасет ли Европа национальное меньшинство Украины? В этом видео мы разберем исторические корни языкового вопроса, начиная с эпохи Австро-Венгрии и османского владычества. Мы изучим ключевые законы, регулирующие использование языков, и оценим, как вступление в Евросоюз изменило подход этих стран к правам меньшинств. Мы приведем конкретные примеры, такие как двуязычные вывески в Словакии и турецкоязычные СМИ в Болгарии. Также обсудим, как национализм и евроинтеграция формируют языковую политику. Наш анализ продлится около 20-25 минут с фактами, юридической оценкой и сравнением двух стран. Мы рассмотрим, как языковая политика влияет на общество и какие выводы может извлечь Украина на своем пути к ЕС. Приготовьтесь, будет интересно, надеюсь. Поехали. Словакия. Страна с богатой и сложной историей, где языковой вопрос всегда был связан с борьбой за национальную идентичность. До 1918 года Словакия была частью Венгерского королевства в составе Австро-Венгрии. Венгерский язык доминировал в официальной сфере, а словацкий подвергался дискриминации. Венгризация, политика ассимиляции, была государственной стратегией, направленной на подавление словацкого языка и культуры. Словаки боролись за сохранение своей идентичности, и в XIX веке интеллектуалы, такие как Людовит Штур, сыграли ключевую роль в кодификации литературного словацкого языка. Штур и его соратники создали основу для современного словацкого языка, который стал символом национального возрождения и борьбы за независимость. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии в 1918 году Словакия вошла в состав Чехословакии. Словацкий язык получил официальный статус наравне с чешским, что стало важным шагом. Однако идея чехословакизма, концепции единой нации чехов и словаков, иногда приводила к доминированию чешского языка в администрации, образовании и СМИ.
Это вызывало недовольство среди словаков, которые чувствовали себя ущемленными. Венгерское меньшинство, составлявшее около 10% населения, также сталкивалось с ограничениями в использовании своего языка, особенно в школах и публичной сфере. Например, в южных районах, таких как Дунайска Стреда, венгерский язык редко использовался в официальных документах, что создавало напряженность. В 1939-1945 годах, во время существования марионеточной Словацкой республики под влиянием нацистской Германии, словацкий язык стал единственным официальным. Однако это сопровождалось подавлением языков меньшинств, включая венгерский и немецкий. После Второй мировой войны в социалистической Чехословакии 1945-1989 годы словацкий язык был признан наравне с чешским, но центральная власть в Праге продолжала вызывать трения. Венгерское меньшинство, проживающее в основном на юге страны, часто сталкивалось с ограничениями в использовании своего языка в образовании и администрации. После мирного распада Чехословакии в 1993 году Словакия стала независимой, и словацкий язык закрепился как единственный государственный. Это был важный момент для укрепления национальной идентичности, но он также породил новые вызовы, особенно в отношениях с венгерским меньшинством, которое составляет около 8-10% населения и сосредоточено в южных регионах, таких как Камарна и Дунайска Стреда. В 1995 году Словакия приняла закон о государственном языке, который закрепил словацкий как единственный официальный язык и ввел строгие правила его использования в публичной сфере. Закон охватывал СМИ, образование, государственные учреждения и даже публичные вывески. Например, в городах с венгерским большинством, таких как Дунайска Стреда, все объявления и документы должны были быть исключительно на словацком. Это вызвало протесты венгерского меньшинства, которое восприняло закон как дискриминационный. Венгрия, защищающая интересы своей диаспоры, также подвергла Словакию критике, обвиняя ее в нарушении прав меньшинств. Под давлением Евросоюза и Совета Европы в 2009 году закон был пересмотрен. Поправки разрешили использование языков меньшинств в регионах, где они составляют более 15% населения. Это позволило венгерскому языку получить ограниченные права, например, в двуязычных вывесках и официальной коммуникации на местном уровне. В городе Камарна, например, появились дорожные знаки на словацком и венгерском языках, что стало символом компромисса. В 2001 году Словакия ратифицировала Европейскую хартию региональных и миноритарных языков, обязавших защищать венгерский, ромский, украинский и другие языки меньшинств. Однако на практике реализация этих прав остается неполной, формальной, а споры продолжаются. Венгерское меньшинство продолжает требовать большей автономии в языковых вопросах. Например, в 2008 году в Дунайска Стреда полиция разогнала протест венгерского меньшинства, требовавшего права на двуязычное образование.
Этот инцидент вызвал международный резонанс и обвинение Словакии в нарушении прав человека. Венгрия даже подняла этот вопрос на уровне ЕС, что усилило давление на Братиславу. В 2010-х годах возникали споры из-за штрафов за использование венгерского языка на публичных мероприятиях в южных регионах. Например, в 2010 году организаторы культурного фестиваля в Шаморине получили штраф за использование венгерского языка в афишах, что вызвало протесты местных жителей. Вступление Словакии в ЕС в 2004 году стало поворотным моментом. ЕС требовал соблюдения прав меньшинств, что вынудило Словакию смягчить языковую политику. Двуязычные вывески в регионах с венгерским большинством, таких как Комарна, стали шагом к компромиссу, однако националистические партии, такие как Словацкая национальная партия СНС, продолжают выступать за приоритет словацкого языка, что создает политические трения. Эти партии часто используют риторику, подчеркивающую важность словацкого языка как основы национальной идентичности, что иногда обостряет отношения с венгерским меньшинством. Как юрист я отмечаю, что языковая политика Словакии представляет собой сложную попытку сбалансировать укрепление национальной идентичности и соблюдение европейских стандартов. Закон 1995 года был важным шагом для утверждения словацкого языка как символа независимости, но он нарушал принципы Европейской хартии региональных языков, особенно в части прав меньшинств, на использование своего языка в публичной сфере. Поправки 2009 года стали компромиссом, но не решили проблему полностью. Например, в двуязычных школах преподавание на венгерском языке часто ограничено, что противоречит статье 8 Хартии, гарантирующей право на образование на языке меньшинства. Словакия сделала значительные шаги вперед, но напряженность с венгерским меньшинством остается вызовом для полной интеграции в европейское правовое пространство. Теперь Болгария. Под османским владычеством Болгария находилась с 1396 по 1878 год. В этот период болгарский язык сохранялся в церковной и культурной сферах, несмотря на доминирование турецкого языка в администрации. В XIX веке, в период болгарского национального возрождения, язык стал символом борьбы за независимость. Такие деятели, как Паисий Хилендарский, укрепляли болгарскую письменность и литературу, что заложило основу для национального самосознания. Их работа помогла сохранить болгарский язык как инструмент культурного и политического пробуждения. После освобождения в 1878 году болгарский язык стал государственным в княжестве Болгария. Турецкое меньшинство, составлявшее около 10-12% населения, сохранило право на использование своего языка, но в ограниченном объеме. В XX веке, особенно в социалистической Болгарии 1944-1989 годы, языковая политика стала жестче. В 1980-х годах режим Тодора Живкова
проводил политику ассимиляции, известную как возродительный процесс. Этнических турок принуждали принимать болгарские имена, а использование турецкого языка в школах, СМИ и публичной жизни было запрещено. Например, в Кырджале, где турки составляли большинство, запрещалось преподавание на турецком языке, что вызвало массовые протесты. Эта политика привела к эмиграции около 300 тысяч турок в Турцию в 1989 году, что стало одним из самых драматичных эпизодов в истории Болгарии. После падения коммунистического режима в 1989 году Болгария приняла новую конституцию в 1991 году, закрепившую болгарский язык как единственный официальный. Языки меньшинств не получили официального статуса, что вызвало критику со стороны турецкого меньшинства. В 2005 году Болгария ратифицировала Европейскую хартию региональных или миноритарных языков, но с оговорками, ограничив ее применение к языкам, традиционно используемым на территории страны. Это позволило поддерживать турецкий и ромский языки в некоторых сферах, но не в полной мере. Закон об образовании 1991 года с последующими поправками разрешает изучение языков меньшинств в школах, но только как факультативных предметов. На практике доступ к образованию на турецком языке ограничен из-за недостаточного финансирования. Например, в регионах с турецким населением, таких как Шумен или Кырджали, школы часто не имеют ресурсов для полноценных турецкоязычных программ, что ограничивает возможности для обучения. Турецкое меньшинство, составляющее около 8–10% населения, продолжает требовать большего доступа к образованию и СМИ на своем языке. Например, в Кырджале школы часто не имеют средств для турецкоязычных программ, что вызывает недовольство местных жителей. В 2010-х годах националистические партии, такие как Атака, выступали против двуязычных вывесок в турецких регионах, что обостряло межэтническую напряженность. В 2011 году в Пловдиве националисты сорвали турецкоязычное объявление на местном рынке, что спровоцировало локальные конфликты и протесты. Вступление Болгарии в ЕС в 2007 году потребовало смягчения языковой политики. ЕС неоднократно критиковал Болгарию за недостаточную защиту прав ромов, чей язык практически не поддерживается государством. Турецкий язык получил больше прав, например, в виде турецкоязычных передач на государственном телевидении в Кырджале. Но реализация этих прав остается неравномерной. Ромское меньшинство, несмотря на ратификацию хартии, сталкивается с почти полным отсутствием поддержки своего языка в образовании и публичной сфере. С юридической точки зрения Болгария сделала шаги к соблюдению европейских стандартов, ратифицировав Европейскую хартию региональных языков, однако ограничения в ее применении и отсутствие официального статуса языков меньшинств противоречат принципам ЕС о равенстве. Например, запрет на двуязычные вывески в некоторых регионах нарушает статью 10 Хартии, гарантирующую использование языков меньшинств
в местных органах власти. Проблема ромского языка особенно остра. Несмотря на международные обязательства, он практически не поддерживается в образовании, что является нарушением статьи 8 Хартии. Националистическое сопротивление продолжает тормозить прогресс, создавая риск для полной интеграции Болгарии в ЕС в плане прав человека. Теперь сравнительный анализ решения языкового вопроса в Словакии и Болгарии. Словакия и Болгария закрепили свои государственные языки, словацкий и болгарский, в конституциях, подчеркивая их роль в национальной идентичности. Обе страны сталкиваются с проблемами прав меньшинств: венгерского в Словакии, турецкого и ромского в Болгарии. В обоих случаях языковая политика вызывала международную критику, особенно со стороны стран, защищающих свои диаспоры – Венгрии и Турции. Словакия и Болгария имеют схожие исторические корни. Обе находились под длительным иностранным владычеством – Австро-Венгрия и Османская империя, что сделало язык символом национального возрождения. Однако подходы к правам меньшинств различаются. Словакия продвинулась дальше, внедрив двуязычные вывески и расширив права венгерского меньшинства, хотя напряженность сохраняется. Например, в Камарно двуязычные вывески стали нормой, но споры о школьном образовании продолжаются. Болгария, напротив, медленнее реализует права меньшинств, особенно ромов, из-за сильного националистического сопротивления. Турецкое меньшинство получило ограниченные права, такие как доступ к СМИ, но ромский язык остается практически неподдерживаемым. Вступление Словакии в ЕС в 2004 году стало катализатором изменений в языковой политике. Пересмотр закона о государственном языке в 2009 году и ратификация Европейской хартии региональных языков в 2001 году были прямым следствием требований ЕС о защите прав меньшинств. Это расширило права венгерского меньшинства, хотя проблемы, такие как ограниченное двуязычное образование, сохраняются. Например, в южных регионах Словакии до сих пор возникают споры о том, сколько часов должно выделяться на преподавание венгерского языка в школах. В Болгарии вступление в ЕС в 2007 году также потребовало смягчения языковой политики. Ратификация Хартии в 2005 году была шагом вперед, но оговорки, ограничивающие ее применение, ослабили эффект. ЕС неоднократно критиковал Болгарию за недостаточную защиту прав ромов и отсутствие поддержки ромского языка в образовании, что остается серьезной проблемой. Турецкое меньшинство получило больше возможностей, например, через турецкоязычные передачи на телевидении, но националистические партии, такие как Атака, продолжают противодействовать расширению прав меньшинств. Давление ЕС способствует постепенным изменениям, но националистические настроения в обеих странах создают препятствия для полной реализации прав меньшинств. Практические меры, о них я уже упомянул, и еще раз напомню. В Словакии это двуязычные вывески в Дунайс, Кастреда и Камарно, которые стали примером компромисса между государством и венгерским меньшинством. Однако протесты 2008 года в Дунайс, Кастреда показывают, что напряженность сохраняется.
В Болгарии турецкоязычные передачи на гостелевидении в Кырджале, шаг к интеграции, но ограниченное финансирование турецкоязычных школ в Шумене и других регионах подчеркивает неравномерность прогресса. Дорогие зрители, особенно те, которые в Украине, и граждане этой страны, мы разобрали языковую политику Словакии и Болгарии, стран, где язык стал не только символом единства, но и причиной конфликтов. Словакия и Болгария показывают, как сложно найти баланс между государственным языком и правами меньшинств, особенно под давлением евроинтеграции. Для Украины, идущей к ЕС, их опыт – это урок. Укрепление национального языка важно, но защита прав меньшинств – это ключ к европейским стандартам. Надеюсь, этот анализ был полезен. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, делитесь своими мыслями в комментариях, ставьте лайки, донатьте, рассказывайте о том, что вы думаете о языковой политике в контексте евроинтеграции. Не стесняйтесь упомянуть проблему Ирины Фарион и Вячеслава Зинченко. Спасибо за внимание. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.